Рада всех приветствовать на моем канале. Меня зовут Маргарита, и хочу сегодня показать вам, как я плету вот такие вот небольшие короба. Размер его по внешнему периметру смотрю 27 на 20. Высота 10 сантиметров. Дно плетеное. Я буду его плести на станке, станок, который заказывала. Трубочки накрученные на полосу 8,5 сантиметров на спицу 1 миллиметр. Красила на 0,5 воды, добавляла 2 столовые ложки эмали белой для радиаторов, глянцевой, плюс дюфу пропитку тоже 2 ложечки примерно, там 1,5-2, и колер цвет охра. Обрабатывала это все дюфа плюс вода. Вот такая вот коробочка получается. Она у меня будет с чехлом. Но показывать уже не стану, как я шью чехол, потому что я уже много показывала, как я это делаю. В принципе, это мало кому интересно. Больше интересно, как вот сплести. Ну и приступаем к плетению. Коробочку я буду на станке. Все уже, наверное, знают, что это за станок и где его купить. Уже много кто из мастеров показывал его. Вот. Мне нужно будет сделать дно вот размером 25 на 17 на 17,5. Вот я приметила, где я буду уже начинать располагать трубочки, стойки. Вот сейчас уложу их. Я хочу сделать вот, наверное, по 3 стоечки. Вот так аккуратненько укладываю все. Вот расстояние между стойками получилось 2 сантиметра. От центра 3, то есть от центральной трубочки, которая лежит на одной стойке, 3 сантиметра. Буду оплетать обычным ситцевым плетением. Беру трубочку, подставляю. И начинаю оплетать. Укладываю на одну под следующую. Вот на одну под следующую. Здесь я наращу. При наращивании взяла трубочки, вот здесь вот на пару миллиметров срезаю ровно. Здесь срезала наискосок, согнула и вставила трубочку. Дохожу до последней. Мне нужно будет развернуться. Немножко сплющу трубочку, но не затягиваю, чтобы она стойки, чтобы не стягивались внутрь. Вот. И дальше ситцевым плетением продолжаю в обратную сторону.
Дошла до последней, тоже немножко примну и разворачиваюсь. Сильно не прижимаю, не стягиваю. И так в обратную сторону. Развернулась и обратно. Вот сейчас мне нужно будет оставить по бокам стойки для того, чтобы пустить их на стенки. Расстояние между стойками здесь у меня 2 сантиметра. И здесь тоже должно получаться по 2 сантиметра. Вот как раз у меня здесь 2 сантиметра осталось место. Вот эту трубочку я оставляю здесь. Буду потом ее поднимать наверх для стоек. А с этой стороны вот, продолжу. Подставлю трубочку, только так, чтобы одна сторона вот была длинная, чтобы ее можно было тоже поднять и пустить на стойку. Вот я сразу нарастила. Место наращивания сразу подложила вот сюда вот под стойки. Все, оставляю эту в покое. Дальше продолжаю плести так, как и плела, с разворотами. На крайней стоечке разворачиваюсь. Тоже проплетаю 3 ряда, чтобы здесь вот были 3 витка, так же как и тут. То есть между стоечкой будет 3 витка. Вот по 3 витка сделала. И вот здесь оставлю трубочку так же, как и предыдущую. Так, нарастила, чтобы она была подлиннее. Все. Так вот она будет подниматься. Пока трубочки влажные, можно их поставить в положение, чтобы потом, когда будем поднимать, чтобы они не потрескались. Дальше также подставляем сюда. Смотрите, вот у меня место наращивания. Я сразу укладываю его за стойкой. Эту вот вперед. И дальше продолжаю оплетать также по 3 витка. Вот только что уложила еще одну стойку. Все, дальше продолжаю также до нужной ширины. Можно по ходу дела примерять. Все, продолжаю дальше плести. Я сплела полотно. Здесь в самом углу оставляю стойку. И еще сейчас пущу одну стойку так, чтобы вот на этом углу выходила стоечка у меня и поднималась потом наверх. Так. Сейчас наращу.
переводить наверх, эту в обратную сторону. Угу. Все, пока здесь оставляю. Здесь внизу, в самом начале, мне то же самое нужно будет сделать. Вот эту вот стоечку я достану. Наращу. Можно перевернуть, чтобы было удобнее смотреть. Наращиваю. Вот так вот укладываю. Вот, угловая сточка есть. И также сделаю здесь угловую. Наращу. Так, потом вот здесь получается 2 угловых, да, я одну срежу. И с этой стороны вот тоже точно так же. Так, ну получается дно готово по размерам. Угу. Теперь вот эти стойки тройные нужно будет приподнять наверх, пока они влажные. И плела я, кстати, влажными стойки, укладывала влажные. Поднимаю с этой стороны и с другой стороны тоже все наверх. Я коробочку свою обмотала картоном. Вот, теперь подставляю. Под низ, под плетение нужно подложить бумагу, либо что-то такое, чтобы оно не затиралось. Под дно положила. Поставлю ровно форму, чтобы углы и стороны у меня совпадали. Внутрь в уголки ставлю тяжесть какую-нибудь, чтобы не скользила форма. Так как у этой формы нету дна. Вот. Все зафиксировала. Теперь буду плести веревочкой в 3 трубочки. Буду поднимать стойки. Беру 3 трубочки. Начну я с короткой стороны. Можно, в принципе, поднять и подсушить стойки. Так вот как-то зафиксировать на скотч, либо какой-нибудь лентой обмотать, подсушить их, чтобы они приняли форму. Подставляю трубочки. Раз. Два. И 3. Все. Пока так их оставляю. И начинаю плести веревочкой в 3 трубочки. Крайней левой завожу за следующую свободную стойку. Стоечку натягиваю под верх
следующую крайнюю левую за свободную стойку. То есть перед двумя за третью. Дальше. Вот здесь у нас стоечка одна лишняя. Вот она идет. Я ее здесь обрезаю. Вот эти 3 поднимаю. И также на уголке укладываю трубочку. Уголочек поднимаю все стоечки. Так. Следующую укладываю вот поверх этих 3. Первый ряд очень трудный. Тут нужно все держать. Так. Следующую тоже укладываю. Стоечки поднимаю. Вот. И продолжаю плести веревочкой в 3 трубочки до конца. Эту тоже поднимаю угловую. То есть на углу у меня сейчас 4 стойки. 4 стойки. Пока здесь одинарная, потом я добавлю. Кое-где уберу, а кое-где добавлю. Сейчас наращу. Так. Нарастила, поменяла себе немножко конструкцию, приложила деревянный станочек. Мне удобно. Листочек прилипает к доске. Вот здесь тоже находится 2 длинных стойки. Одну также срезаю. Эти поднимаю. И оплетаю. Нужно нарастить. И пальчиками аккуратно придерживаю, управляю. На уголке.
Все, я подошла к началу ряда. Надо теперь закрывать. Сейчас. Вот. Вот начало ряда, где выходит первая моя трубочка, с которой я начинала. Кончики начала ряда я спрятала под низ и вывела наружу. Я потом их срежу. Значит, дошли до первой, продолжаю дальше правую. Вот сюда буду укладывать. Так, теперь нарастила. Укладываю правую, то есть перед двумя и за третью. Так, звук у меня где-то остался в стороне. Забыла петличку повесить. Так, дальше опять правую перед двумя и за третью. И последнюю тоже перед двумя и за третью. Вот, здесь нужно аккуратненько прижать. Сейчас я наращу и буду продолжать плести второй ряд. Вот. Продолжаю плести так, как и плела, левой трубочкой перед двумя за третью. Аккуратно подтягиваю трубочку вверх, а плетение вниз, чтобы опустить нижний ряд. Вот так. Прижимаю все к форме. Этот ряд уже будет легче плестись. В форме все главное прижимать. Дальше нарастить нужно. Нарастила трубочки и продолжаю плести дальше. Аккуратно все прижимаю. Стоечки подтягиваю вверх, а ряд предыдущий вниз. Вот. Все, и так до конца ряда. Подошла к началу ряда. Также закрываю. То есть начинаю с правых. Все, я проплела веревочкой 2 ряда. Теперь мне нужно вот к одиночным стойкам подставить еще по одной. Я взяла трубочки, наполовину разрезала, так как они мне не нужны такие длинные. Я загибку буду делать со свежих стоек. Подставляю рядышком по одной стоечке. Продолжаю дальше плести веревочку в 3 трубочки. Мне нужно будет нарастить. На углах оставляю только 3 стойки, одну срезаю. Из этих, тут также на углу срезаю одну. Из этих тройных я обрежу по одной стойке. Так у меня со всех сторон получится по 2 стойки. Все,
все, дальше продолжаю все так же оплетать по 2 стоечки. Прижимаю хорошо все к форме. До конца ряда. Дохожу до конца, также закрываю. Вот, закрыла. Так как четное количество трубочек у меня, я буду плести ситцевым плетением в 2 трубочки вдогонку. Одну срезаю. Прижму ее сюда. И начинаю плести ситцевым плетением. То есть над одной под вторую, так же как мы дно плели. Вдогонку второй, над одной под другую. Вот эту верхнюю приподнимаю, обрезок приподнимаю наверх и прижимаю рабочей трубочкой. Вот так вот я спрятала. На обратной стороне продолжаю плести, наращиваю застойками. Здесь стоечки нужно будет нарастить. После первого ряда я наращу эти стойки и оставлю высыхать. Ряд у меня двойной. Я за один ряд считаю вот как будто я вот прошла 2 рабочими трубочками. То есть вот эти 2, которые я укладывала только что трубочки, я считаю как за один ряд. Хотя это неправильно, конечно же. Все наращиваю и дохожу до конца. Дошла до конца. Сейчас тут заправлю. Видите, рисунок совпадает, все нормально. Стойки наращу. Вот так вот буду срезать. И наращивать. Точно так же наращиваю, как при плетении. Вот. Ну, сейчас все наращу, все трубочки, стоечки, и буду оставлять их сохнуть. Вот все нарастила. Теперь достану тяжести, выровняю свои стоечки, переверну коробочку вот так вот на бок. Стойки по коротким сторонам, они в принципе нормально расположены, нормально держатся. А вот эти вот по длинной стороне, они отклоняются. Поэтому я их сейчас тут прижму. Нижняя сторона прижата, а верхняя
расправлю, а верхнюю вот так. Здесь можно как раз обрезать вот эти хвостики. Их немножко натягиваю вот на себя, обрезаю и спрячу. Вот так вот здесь можно, как раз видно хорошо, можно что-то подправить на углах у меня. Ну все, сушим. Стоечки подсохли. Вот эти достаю, которые оставляла. Наращиваю их и продолжаю дальше плести. Плету ситцевым плетением до нужного мне уровня. То есть сколько нужна высота коробочки, так и плету. В конце сделаю еще несколько рядов веревочкой в 2 трубочки. Вот, для того, чтобы подставить влажные стойки и чтобы они не были видны. Потому что в ситцевое плетение подставлять стойки очень неудобно. Их будет видно. Все, продолжаю так до нужной высоты. Высоту 8 сантиметров, то есть от низа высота 8 сантиметров. Вот пришла к тому месту, где я начинала ряд. И буду дальше продолжать плести веревочкой в 2 трубочки. Крайней левой завожу за следующую свободную стойку. Опять крайней левой за следующую стойку. Так вот на углу. Здесь нужно нарастить. Вот, прижимаю к форме и плету. Я так проплету 2-3 ряда. Сейчас посмотрю, хватит ли мне 2 ряда. Если не хватит, то сделаю еще 3. Вот так плету. Дальше. 1 ряд закончила и продолжаю дальше плести. Никак не закрываю. Наращиваю между рядами, не за стойкой. Дошла к началу ряда. Ну, я вижу, что здесь начало ряда у меня. Кладу одну и вот вторую поверх. Здесь обрезаю. Можно подклеить. Так, а можно вот так вот чуточку заправить. Все. Потом в загибке это все скроется. Нужно не переживать. Если, конечно, кто умеет скрывать. Так.
такая карабулька получилась. Нужно сделать еще загибку. Здесь можно поправить хорошо, чтобы равномерно углы на углах трубочки располагались. Вот. И нужно будет только загибку нам сделать, прогрунтовать, покрыть лаком. И корзиночка будет готова. Сейчас у меня высота корзиночки 9 сантиметров. Вот сейчас срежу все стойки, прогрунтую. Когда высохнет, потом буду уже делать загибку. Грунтую лак плюс вода 50 на 50. Вот, обрезаю все стойки. Как изделие высохло, будем делать загибку. Подготавливаю место для влажных стоек. Прокапываю клеем полимерным. Немного капаю, чтобы полегче туда вошло. Вот. Трубочки срезаю под острым углом. И вставляю вот в отверстие. На 2 ряда вниз вставляю. Загибка будет веревочка из 3 трубочек. Я сразу не все подставляю, например, наполовину. И начинаю загибку. Подставляю спицу, чтобы зарезервировать место для будущей трубочки. Пускаю одну стойку первую за следующую, потом опять за следующую. Здесь сильно не прижимаю коробочки, потому что туда будем вставлять еще трубочки. Так, вот 3 уложила. Теперь крайнюю левую за следующую свободную и следом стойку, самую крайнюю. Вот. Обрезаю. Дальше опять крайнюю левую. Здесь уголочек нужно сформировать. Вот. И обрезаю. Опять левую. И стойку левую тоже укладываю. И делаю загибку так по всему периметру. Постепенно подставляю еще трубочки влажные. Дошла до конца. Вот последняя стойка осталась стоячая. Продолжаю, и мне нужно засунуть трубочку вот сюда, в эту петельку. Засовываю и следом за ней стойку сюда же. Все. Обрезаю та, что ближе ко мне. Дальше опять левую беру и просовываю тоже туда же, только за стоечками.
за рабочей трубочкой, которую только что уложили. Вот. И высовываю, получается, огибая вот эту стойку. Вот. Здесь поправлю. Ой, вот это у меня вылезла. Вот, все поправила, сделала все как по рисунку должно быть. Обрезаю следующую левую, вставляю вот сюда следующую петельку. Вот, и вывожу наружу. Также ее пододвигаю ближе к стойке. Обрезаю. Хвостик туда заправила. И осталось последнюю поставить, получается, в следующую петелечку. Вот так. Ее можно вывести, а можно обрезать. Я обычно обрезаю. Но тут, если обрежу, то будет видно. Все. Коротко обрезаю. И хвостик прячу в плетение. Все, загибка готова. Теперь нужно ее будет прогрунтовать. После грунтовки лак плюс вода 50 на 50 покрою, когда высохнет уже, покрою обычным лаком. И вот такая вот корзинка, коробочка у меня получилась. Всем спасибо за просмотр.